Всем доброго времени суток! Вы на канале Привет из Германии. Меня зовут Татьяна Майер. Я вас приветствую из города Неймюнстера, и мы сейчас находимся с вами у мельничного пруда, который сегодня располагается в самом центре города. В начале 16 столетия на территории поселения устроили пруд для ведения рыбного хозяйства. Кроме того, на нем построили мельницу, на которой монахи перерабатывали зерно в муку. В 1637 году вспыхнул пожар, уничтоживший многие строения. Впервые пруд упоминается в документах в 1502 году. Хотя по многим свидетельствам он существовал уже в XIII веке. Чтобы управлять мельницей, монахи якобы перекрыли Швали плотиной, чтобы образовать мельничный пруд. Пруд всегда был центром города. Река Швали обеспечивала подключение к воде суконных мастерских, а затем и промышленных предприятий в Ноймюнстере. Кожевенные заводы, суконные фабрики и пивоварни
сбрасывали сточные воды в реку. Она переливалась всеми цветами радуги, а в пруду продолжали собираться осадки. Поэтому время от времени его приходилось копать. Путь по берегу пруда можно было спланировать только после Второй мировой войны. До 1945 года вплотную к берегу стояли частные дома, которые в апреле разбомбили. Понемногу участки земли можно было покупать, или владельцы дарили их городу. Парк был открыт в 1964 году. Ноймюнстер находится в 30 километрах от города Киля и разделен на 9 городских районов. Это независимый город и центр центральной части Шлезвиг-Гольштейн. С населением около 80 тысяч человек Ноймюнстер является после Киля, Любека, Фленсбурга и Нордерштетта пятым по величине городом в самой северной немецкой земле. Длительный период Ноймюнстер активно развивался благодаря успешной работе текстильных и кожевенных фабрик. Позднее на его территории был создан железнодорожный узел, который также принес городу процветание. А произошло это по инициативе промышленника Ренка в 1844 году. Вскоре после этого события открылась линия Киль-Ноймюнстер-Альтона. Также Ноймюнстер находится на железнодорожных линиях из Гамбурга в Киль и Фленсбург, которые ответвляются отсюда. И таким образом на двух основных транспортных артериях, ведущих в Скандинавию. Наряду с Любеком Ноймюнстер является городом в земле Шлезвиг-Гольштейн с наибольшим количеством железнодорожных линий, а именно с 6. В городском районе Ноймюнстера есть 4 железнодорожных вокзала. В 1870 году Ноймюнстер получил статус города, а с мая 2012 года он вошел в состав столичного региона Гамбург. Датой основания Ноймюнстера является 1127 год. Тогда на этом месте
появилось небольшое поселение под названием Виппендорф. Его основателем считается миссионер, а позднее и епископ Ольденбургский Вицелин. В средние века Ноймюнстер, в переводе с немецкого «Новый монастырь, новый собор», был религиозным центром. В разное время здесь существовало сразу несколько монастырских комплексов. В XVIII веке у мельничного пруда появилась первая фабрика Ноймюнстера. Там изготавливали дорогие шерстяные ткани. Позднее возникли и другие крупные текстильные и кожевенные предприятия. Ноймюнстер славится многочисленными аллеями и садами, в одном из которых располагается зоопарк Тирпарк Ноймюнстер. В нем обитает около 700 видов редких животных Центральной Европы. Среди уникальных культурно-исторических объектов города выделяется водонапорная башня Вассертурм фон Ноймюнстер высотой 48 метров. Ее возвели в 1900 году для городского водоснабжения. А сегодня она удивляет необычной подсветкой. Художник Тиль Новак снабдил ее наружным светодиодным освещением, которое зависит от погоды. При низких температурах подсветка башни становится красно-желтой. При высоких меняет цвет на фиолетовый и синий. Эта водонапорная башня является самой высокой башней такого типа в земле Шлезвиг-Гольштейн. Она используется для выравнивания давления в системе водоснабжения и в качестве противопожарного запаса воды. Стальная ванна на вершине башни вмещает не менее 950 кубометров воды. Ноймюнстер – это город-космополит. Этому способствовало и многовековое соседство со Скандинавией и близость холодной Балтики. Ведь от Ноймюнстера до моря можно добраться всего за 20 минут. Словом, этот город сложно назвать типично немецким. Даже в местной кухне традиции немецкой кулинарии с ее любовью к сытным мясным блюдам переплетаются со скандинавской страстью к морепродуктам и горячим ягодным напиткам. Еще одна достопримечательность Ноймюнстера – гольштейнская кухня. Она представляет собой сплав северогерманских и скандинавских кулинарных традиций. Одним из самых любимых блюд в этих краях считается Birnen, Bohnen und Speck. Дословно это переводится как груша, фасоль и бекон. Это крестьянское блюдо представляет собой своеобразное рагу из маленьких зеленых груш, фасоли с чабером и нежного бекона. Его подают с отварным картофелем и запивают светлым пивом. Я хочу с вами охотно поделиться рецептом этого прекрасного северогерманского блюда в своем видео. Итак, записывайте. Очистите и нарежьте кубиками лук.
Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте лук до прозрачности. Влейте 500 мл мясного бульона, добавьте бекон одним куском и доведите до кипения. Готовьте бекон на медленном огне 20 минут. Тем временем вымойте фасоль, очистите ее, при необходимости удалите нити и разрежьте пополам. Картофель очистите и нарежьте некрупными кусочками. Через 20 минут снимите бекон со сковороды и нарежьте ломтиками без кожуры. Положите картофель и остаток бульона обратно в кастрюлю и дайте всему покипеть 10 минут. Очистите и разрежьте груши на 4 части. Вырежьте сердцевину и нарежьте четвертинки груш на дольки. Добавьте в рагу груши и фасоль и варите еще 10-15 минут. Чабер и петрушку вымыть, обсушить и нарезать листья. Добавьте травы в рагу и прогрейте. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом по вкусу. Кстати, чабер можно заменить майораном, шалфеем, либо тимьяном. Этот рецепт также я оставлю в описании под этим видео на русском и немецком языках. В северной земле распространены блюда из рыбы. Фаворит среди овощей – картофель. Почти не отстает от него капуста. Для супов и гарниров используют также морковь, петрушку, бобовые, спаржу, лук-порей. Но и близость Балтийского моря оставила также свой отпечаток на кулинарных пристрастиях. Кроме креветок и разнообразно приготовленной селедки, здесь можно отведать традиционную копченую кильку киляшпротен из приморского городка Киля, что располагается по соседству. Из напитков стоит обязательно попробовать скандинавско-немецкую разновидность киселя ротегрюце. Густой фруктовый напиток готовится на основе крахмала, сага или манки с добавлением любых ягод, вроде красной и черной смородины, малины, вишни, черники и ежевики. Подается такой кисель как горячим, так и холодным, со сливками, молоком и ванильным сахаром или заварным кремом. Всем рекомендую попробовать, это очень вкусно. Неймюнстер – самый молодой из 4 независимых городов Шлезвиг-Гольштейна. В отличие от Любека, Фленсбурга и Киля, история города началась лишь с поздним началом индустриализации. В отличие от этих 3 портовых городов, фабрики, особенно суконные и кожевенные, формировали город, который получил городские права только 6 апреля 1870 года. Неймюнстер стал независимым городом в 1901 году. Истоки этого места тесно связаны с христианизацией и планируемым заселением Восточного Гольштейна. Согласно летописцу Гельмальду фон Бассау и священнику Вицелину, было поручено основать Августинский монастырь на месте, которое тогда называлось Виппендорфом. Островообразное ядро поселения, окруженное рекой Швале с мельничным прудом, запруженным в XIII веке, и монастырем на его южной окраине, продолжало развиваться после того, как монастырь был перенесен в Бордесхольм в 1332 году. Похоже, что уже в XIV веке
На востоке существовала сегодняшняя Гроссфлекен, образовавшаяся в месте, где пересекались дальние маршруты со всех сторон. В XV веке оба района, соединенные дамбой над Швалинской низменностью, уже составляли единое целое. Кроме того, к северо-западу от Гроссфлекена с основанием монастыря августинцев в 1498 году появился так называемый Монастырский остров. Городская структура с рыночным правосудием и ремесленными конторами отличает Ноймюнстер от обычных приходских деревень. Таким образом, с XVII века поселение имело статус пятна, что обозначало промежуточный этап между деревней и городом. Еще в XVI веке экспедиторские перевозки представляли собой важнейший источник дохода наряду с сельским хозяйством. А в начале XVII века в Ноймюнстере возникла торговля сукном. Обрабатывалась шерсть государевых овцеводческих хозяйств района. Производство тканей стало ядром более поздней индустриализации Ноймюнстера. В XVIII веке территория Флекена была разделена на 4 квартала. Город несколько раз подвергался крупным пожарам. Значительные изменения произошли после 1800 года. В 1811 году старая коллегиальная церковь в южной части Кляйнфлекена была снесена и вскоре заменена неоклассическим зданием сегодняшней церкви Вицелин, спроектированным Кристианом Фридрихом Хансеном. Историю этой Вицелин-кирхи вы можете посмотреть в фильме, который называется «Ноймюнстер. Первая часть» на моем канале. В то время были построены первые суконные фабрики, затем хлопчатобумажные, бумажные и кожевенные фабрики, а с их увеличением, наконец, открыта металлургическая промышленность. А в 1824 году текстильная фабрика Ренка запустила первую паровую машину в герцогствах. Ноймюнстер стал промышленным городом, силуэт которого в конце XIX века определяли трубы заводов, большинство из которых располагались прямо на реке Швале. Транспортные инновации включали строительство шоссе Киль-Альтона в 1830-32 годах, за которым в 1844 году последовал ввод в эксплуатацию станции первой железной дороги между Альтоной и Килем. Вскоре к нему присоединились другие маршруты в Западный, Южный и Восточный Гольштейн. Железнодорожная ремонтная мастерская, созданная в 1861 году, подчеркивала положение города как железнодорожного узла. В 1870 году село наконец-то получило статус города. Что касается городского пейзажа, это привело к переходу от сельской местности к городскому району с пригородными районами. В 1872 году город стал гарнизоном и были построены новые военные объекты. В результате такого бурного развития население выросло в год первой всеобщей переписи населения с 2588 человек в 1803 году до более чем 25 тысяч человек в 1901 году, когда Ноймюнстер стал независимым городом.
я не могу пройти мимо этого объекта просто так и не показать вам. Конечно же, я имею в виду не этого прекрасного голубя, а Аншарскую церковь, которая была открыта на Кристианштрассе в 1913 году. Это вторая евангелическая церковь в Ноймюнстере. Это евангелическо-лютеранская церковь, названная в честь епископа Ансгара. Находится она в центре города и была открыта в 1913 году, как я уже сказала, как вторая по величине протестантская церковь города. Здание было спроектировано архитектором Хансом Россом, который спланировал проект от градостроительного планирования до мельчайших деталей. Аншарская церковь – это приходская церковь евангелическо-лютеранского прихода и является памятником архитектуры. Уже в 1895 году был создан фонд для строительства второй евангелической церкви в Ноймюнстере. В 1908 году была основана новая строительная комиссия церковного колледжа, а в 1909 году она объявила архитектурный конкурс среди архитекторов из Шлезвиг-Гольштейна, Гамбурга и Любека. К концу периода обработки, а это было 15 октября 1909 года, было получено 126 черновиков. В размере 1800 марок получил первую премию Йоргенсен энд Бахман. Второе место, 1000 баллов, досталось Магнусу Шлихтингу во Фленсбурге. Вы уже слышали его имя в моем первом фильме. Он спроектировал ратушу Ноймюнстера. И третье место, 700 баллов, досталось Генриху Бомхофу в Гамбурге. Хотя при объявлении конкурса было объявлено, что один из победителей будет отвечать за подготовку проекта и структурное управление церковным зданием на основе стандарта оплаты, комиссия по строительству церкви привлекла к дальнейшей обработке проекта архитектора из Ноймюнстера Ханса Росса, который также принял участие в конкурсе, но не получил приз. Росс создал проект реализации вместе с автором проекта конкурса, занявшим второе место, Магнусом Шлихтингом. Однако Шлихтинг отказался от проекта в ходе дальнейшего планирования, так что исполнение было полностью в руках Ханса Росса. Церковь строилась с апреля 1911 по сентябрь 1913
года. После строительства неоклассической протестантской прохладной церкви Вицелин жители Неймюнстера хотели, чтобы место поклонения излучало тепло, так что эта гражданская церковь была богато обставлена. Сильно пострадавшая от бомбежек в ноябре 1944 года, Аншар-кирхе полностью сгорела и была перестроена в более простом виде архитектором Фрицем Хайном Старшим, который уже работал над первым новым зданием. Инаугурация состоялась 25 февраля 1951 года. Первоначальный стрельчатый шпиль, обшитый медным листом, восстановить не удалось. Арочная крыша над входной лоджией была упрощена, а эллиптический внутренний свод параболически увеличен по конструктивным причинам. Алтарная зона была перепроектирована в 1994 году архитектором Фрицем Хайном-младшим. Алтарь Откровения 1951 года. Его размер 4 на 6 метров. Сделан он из стволов липы и изображает 250 фигур и символов из книги Откровения. Первоначальный художественный декор сохранился снаружи. Нужно еще добавить к вышесказанному, что декоративные фигуры на наружных стенах были созданы берлинским скульптором Людвигом Изенбеком и сохранились в первозданном виде. Например, это медальон Иоанна Богослова и вогнутые камни. А это пилястра с капителью слева и профилированными пилястрами. Неймюнстер. Город, который изо всех сил борется за свое существование. Это город, где людей любят и ненавидят, где рождаются и умирают, где люди борются за хлеб, где люди садятся есть, проводят свою жизнь, надеются, работают и отчаиваются, и снова надеются ничего не прикрыть руками.
Посаженная на просторах неизмеримого пространства пылинка – точка размером с земной шар, которая в свою очередь меньше кончика иглы в Солнечной системе. Затерянной среди миллионов солнц, земель, планет, неподвижных и блуждающих звезд.